Приветствую, ребята! Сегодня хотел вам записать видео по поводу кофе. Вот, допустим, кофе, неважно, растворимый, там, молотый, зерновой, еще какой-то вот кофе. Допустим, любой. У меня тоже просто, что он есть, я поэтому показываю вам, что я к этому пришел, к выводу. В общем, что везде сейчас рекламируют и типа модно, как модой наслаждается, там какой-то Инстаграм, там чашечка кофе, группа какая-то ВКонтакте, там утро, с утра кофе, ароматный кофе. В общем, это все бред собачий. Не пейте никогда никакой кофе, он вообще сам по себе вредный. Даже если он настоящий, там в Кении вырос где-то, в Бразилии, там обжаренные зерна. Да, он там вкусный, я ничего не говорю, такой есть. Я его как бы, вот я сейчас вот, как сказать, я его еще употребляю, но вот скажу только, когда в Макдональдсе бываю, я беру там с молоком этот капучино и самый маленький стаканчик беру. Это буквально я так, может, 2 раза в год делаю. А так я его заметил за собой, что мне этот кофе, он меня по здоровью бьет. Даже изредка, когда, если я его себе позволял в последнее время, хоть раз в месяц, то после него у меня обязательно болит башка, уже вот проходит там, да вот попил, там 10 минут прошло, начинает на бошку давить, реально, голова болит и все. Сердце, он убивает, начинается сердцебиение от него, он поднимает давление, вызывает головную боль, от него сердцебиение, и еще он делает, что он вымывает кальций из организма. Это подтвержденно уже точно, что он говорит, кто вот эти кофеманы, кофеефилы, как их там назвать, кофелюбы всякие, короче, баристы, кофейники, кофе-задроты, короче, можно, кофе-дрочера назовем их. Они все страдают от того, что у них получаются ломкие там кости и так далее. Он вымывает кальций, и вообще проблемы там получаются с сердцем, со всякими фиговинами. Короче, начинается плохой сон поверхностный, этот лишний кофеин, все это вредно на сердечно-сосудистую систему. А оборот, получается, вот эти, которые хвалят кофе, они все отношения имеют непосредственное, поймите, к его продаже, этого кофе. Вот эти работают кофейни, там, сорта кофе продают, кофейни, которые типа заваривают его, кофейни, которые просто кофе на вынос там и так продают на килограмм, типа просто там крупные там производители кофе всякие, там московская кофейня на паях, там Паулих, да дофига, короче, всяких фирм, допустим, кофейных, Чибо, там на русских, там черная карта какой-то. И они строчат заказные статьи в интернете вообще, которые не являются чем-то действительно объективным, про то, что кофе там защищает от рака, кофе способствует нормализации, там, обмена веществ. Вот Черчилль пил кофе и выкуривал сигару, и он дожил до 100 лет. И прочую такую ересь, неправду и чушь вталкивают и пытаются это кофе навязывать и пропагандируют его, рекламируют. Кофе – это абсолютно вредный просто продукт, который ведет к угроблению здоровья. Он быстро его гробит, и все. И особенно люди любят там курить и пить кофе вместе. Кофе с коньяком и сигаретой. Это вообще лютые комбинации, которые убивают здоровье. Нужно брать, короче, это кофе и просто жестко выбрасывать его на помойку. Просто с ноги выбивать и все, без сожаления. Никогда больше к нему не возвращаться. Вообще ни в каких случаях. Там, может быть, я еще пойму, сейчас только единственное, там, что могу говориться, там, если кто-то гипотоник жесткий, то ему можно там пить кофе изредка, но даже как бы чай побезопаснее. Вот опять же, вот в эти сумасшедшие группы бестолковые, там, ВКонтакте, где угодно еще, они говорят, что в чае больше кофеина, чем кофе, это факт. Я не знаю, какой это факт, но у меня еще чай как-то организм выдерживает. Хотя сейчас я в последнее время от чая отказался, потому что у меня башка и от него трещит. И давление, что только не происходит. Там, допустим, бывает от этого чая. Пил последний раз говно, этот зеленый чай, черный чай, все говно, и кофе говно. И башка от него у многих людей, у меня такое бывало, головокружение это все вызывает. Не пьешь, себя нормально чувствует. Ни хрена там не больше кофеина. Может там что-то больше, но он по-другому как-то работает. От чая все равно, как не пил, он просто тонус поднимает и все. И голова не болит. От кофе, сука, как не попьешь, будет голова всегда голова болит. Так что там говорить. Вот это единственное, что в Макдональдсе какой-то заколдованный кофе, что я его еще, вот, который с молоком, вот капучино.
его еще пил так немного когда, то тогда вроде башка не болела. Если небольшое количество реально, там не до конца маленький стакан допивал и выкидывал его. Единственное после него, а так всегда болела башка. И там в Икее кофе это пьешь, там еще и желудок болит после него. А так все. Кофе это абсолютное говно и вред. Запомните, это просто отравить организм чисто. Вы никогда не читаете в интернете, что там хорошее. Вы наоборот в другую сторону. Потому что вот это и есть в этом какая-то объективность. Убеждайте себя в обратном. Если вы еще сомневаетесь, убеждайте себя в обратном. Я понимаю, соки полезные, там свежевыжатый там морковный сок, тыквый сок, там яблоки. Вот лучше жрать яблоки. Какой в жопу кофе? Вылить его в унитаз, в помойку кофе, он приносит вред организму. От него сердце все садится, кальций вымывается. Это можете вот проверить этот факт. Кофе вымывает кальций, 100%. Яблоки ешьте, укрепляйте сердце, ешьте груши, яблоки, свежие соки, ешьте витамины. Всячески делайте как бы пользу для организма, занимайтесь физкультурой, посильным спортом, если можете. Вот, высыпайтесь, и кофе вам всегда будет мешать спать. Поэтому никогда не пейте кофе. Кофе это враг человека, враг сна, отдыха, нервной системе. Он для маломальски, а сейчас все такие почти, лица с повышенной нервной возбудимостью. Он вообще как на иголках, весь как на шубниках от этого кофе, как будто реально ты в страхе начинаешь сидеть. Выпил этого кофе и все. И ты уже весь как на нервах, как на иголках. Надо нормально просто в себе быть. А кофе это все просто раздрачивает нервную систему. Вымывает кальций, раздрачивает нервную систему. Ты как дурак, весь на этих перевозбужденный, весь на каких-то шугниках, какой-то непонятный. Короче, все это чепуха. Он вредный. А этот растворимый кофе, он вообще вредный. Еще хуже говорят, чем типа, который размолол, заварил. Он там вообще химия какая-то, там ничего кроме такого действия в нем. Вообще говно конченое кофе, короче. Все, не пейте никогда кофе, подписывайтесь на канал. До новых встреч, здоровья вам. Ешьте лучше никотиновую кислоту в таблетках. Вот. И не болейте. Носите маски, носите противогазы, носите презервативы. Все будет хорошо. И веселитесь, купайтесь, смейтесь и ложитесь спать пораньше. Завтра предстоит тяжелый день.